Аниме начинается, когда жизнь главного героя Хираку Мачиа подходит к концу спустя 39 лет из-за неизлечимой болезни, и он оказывается перед богом, управляющим миром. Этот бог говорит Хираку, что его жизнь была наполнена огромными трудностями. И он признается, что в том, что он прожил такую ужасную и жестокую жизнь, виноват он сам из-за допущенной им ошибки. Поэтому, чтобы компенсировать его ошибку, он предлагает ему возможность начать новую жизнь со здоровым телом, свободным от каких-либо болезней и недугов. Бог спрашивает, есть ли у него какие-либо просьбы, и, поразмыслив, Хираку воодушевляется и отвечает, что хочет попробовать заниматься сельским хозяйством. Он поясняет, что в прошлой жизни он не мог быть очень общительным, поэтому ему хотелось бы совершенствоваться в мирном месте вдали от цивилизации. Бог отмечает, что сельское хозяйство находится под другой юрисдикцией, но он все равно попытается это осуществить. Закончив, он уверяет, что все готово, и говорит Хираку, что подарит ему новую жизнь и здоровое тело. Более того, он получил разрешение от бога земледелия и дарует ему силу всемогущего сельскохозяйственного инструмента. Не объясняя никаких дальнейших объяснений, бог отправляет главного героя в новую жизнь, а Хираку просыпается здоровым телом посреди леса в неизвестном мире. Хираку взволнованно встает, решив начать новую фермерскую жизнь. В его руке появляется всемогущий сельскохозяйственный инструмент. Перед тем, как продолжить, хочу сказать, что вы можете поддержать мое творчество донатом. Все, кто задонатит любую сумму, будут появляться в начале каждого видео. Ссылку на донат можно найти в описании. Заранее спасибо. Он принимает форму мотыги, и, воспользовавшись ею, он поражается ее магической силе. Кроме того, мотыга без проблем может прорезать твердую местность и корни деревьев, превращая любую почву в плодородную почву. Хираку решает поискать еду и воду. Он не находит ни еды, ни рек, только наткнулся на массивное дерево посреди леса. Поскольку это хороший ориентир, он решает основать там свою базу. Вскоре он обнаруживает, что может превратить свой всемогущий сельскохозяйственный инструмент в любой инструмент, который придет ему в голову, за исключением сложной техники. И так он превращает ее в лопату и роет диагональную яму, пока наконец не находит источник воды. Таким образом, он проводит остаток дня, рассещая окрестности с помощью своего всемогущего сельскохозяйственного инструмента. Хираку превращает свой инструмент в топор, чтобы начать рубить деревья на своем пути. Однако с первого взмаха топора Хираку разрезает весь ствол одним движением. Главный герой понимает, что это связано с силой инструмента, поэтому он также использует его, чтобы обработать древесину. Несмотря на то, что Хираку обработал древесину, ему не удается построить хижину, поскольку он не знает, как это сделать без гвоздей и клея. Не имея другого выбора, Хираку выкапывает яму в стволе огромного дерева в качестве временного убежища. Там он проводит свою первую ночь в этом новом мире, вырезая предметы из дерева с помощью своего инструмента, который он превратил в долото. На рассвете главный герой продолжает расчищать территорию для своего поля, совершенно не чувствуя усталости или голода, используя свой инструмент. Тем не менее, он думает, что нужно продолжать искать еду, но неожиданно к нему прыгает гигантский дикий кролик. Хираку инстинктивно защищает себя своим сельскохозяйственным инструментом. Хотя это было случайно, Хираку воспользовался этим, чтобы впервые в этом мире поесть. Вскоре после этого он строит ванную и начинает пахать землю на своем поле, думая обо всех видах овощей, которые он мог бы вырастить. Хираку воодушевляется, вспахивая 3 поля, но он понимает, что у него нет семян, которые можно сажать. Смирившись, он решает пойти спать и на следующий день поискать семена в лесу. Однако на следующее утро он был поражен, увидев ростки на всех своих полях. Итак, он строит забор вокруг территории, а затем роет траншею за забором. С течением времени главный герой замечает, что его посевы растут быстрее, когда он поливает их из лейки, которую он сделал из своего сельскохозяйственного инструмента. Ему также удается после долгих усилий наконец построить небольшую хижину, поэтому он перестает спать в дупле ствола дерева. Однажды главный герой встречает возле своей базы пару, казалось бы, раненых собак. Видя, что животные, похоже, не хотят нападать на него, он кладет доску, чтобы они могли пересечь траншею и войти в его владение. Он также позволяет им спать в своем доме, так как одна из собак оказывается беременной. На следующее утро Хираку заглядывает в хижину и рад видеть 4 новых щенков. Проходит время, и собаки обживаются в маленькой хижине, поэтому Хираку решает построить себе дом побольше. Главный герой решает дать собакам имена, назвав их Кура и Юки. Вскоре первый урожай с его поля наконец-то готов, и Хираку удается собрать помидоры, которые нравятся даже Кура и Юки. Тем временем бог, пославший его туда, решает посмотреть, как у него дела. Но бог с ужасом видит, что случайно отправил его в опасный лес, наполненный смертоносными монстрами, называемый лесом смерти. К сожалению, он ничего не может с этим поделать, так как вмешательство в уже начавшуюся жизнь является нарушением правил.
Со временем урожай Хираку растет, и он узнает, как работает всемогущий инструмент, когда дело доходит до посадки. Обрабатывая почву мотыгой, он обнаруживает, что растения, о которых он думает, будут расти в этой почве без необходимости использования семян. Хираку нравится фермерская жизнь, и поскольку все происходит благодаря богам, он решает вырезать 2 деревянные статуи. Кура очень помогает ему в навигации по лесу, используя свое обоняние, чтобы они не заблудились. Благодаря этому Хираку наконец находит реку, которую планирует соединить со своей базой через тропу, хотя этот проект займет время, поскольку река находится в 30 минутах ходьбы. Хираку теряет счет времени, не зная, как долго он живет в этом мире. Однажды внезапно начинает холодать, и он решает подготовиться к зиме. Хираку смирился с тем, что с приходом зимы остается в своем доме у костра, но однажды он встречает гигантского паука. Этот паук демонстрирует свое мастерство плетения паутины, создавая красивые высококачественные ткани, которые поражают Хираку. Паук начинает жить на большом дереве, поэтому Хираку называет ее Забутоном и кормит ее картошкой со своего поля. Со временем он обнаруживает, что Забутон не только знает, как шить ткань, но также очень хорошо шьет одежду. Ей даже удается превратить брошенные шкуры животных во что-то красивое, что согреет его зимой. Благодаря этому, когда приходит зима, Хираку более комфортно проводит дни в своей хижине, хотя он начинает чувствовать себя одиноким. Вскоре зима заканчивается. Один день отпрыски Кура и Юки на время отправляются в лес. Хотя главному герою это кажется грустным, через несколько дней собаки возвращаются. Оказывается, они пошли искать себе пару. По мере увеличения количества собак увеличивается и количество пауков. Это приносит только радость Хираку, который начинает еще больше расширять свои поля, поскольку теперь у него есть больше ртов, которые нужно кормить. Однажды главный герой слышит, как Забутон издает сигнал тревоги ударом небольшого молотка по куску дерева, указывающему на приближение злоумышленника. Кура ведет Хираку через лес, пока неожиданно он встречает молодую девочку, которую загнали в угол его собаки. Девушка кажется очень напуганной и просит Хираку о помощи. Однако, когда он приближается к ней, она внезапно прыгает к нему и кусает его за шею. Выпив его кровь, девочка внезапно вырастает, превращаясь в девушку постарше. Собаки снова нападают на нее, и Хираку останавливает их, понимая, что девочка вернулась в свою маленькую форму. Она объясняет, что выпила его кровь только для того, чтобы восстановить свои силы, поскольку она потратила слишком много энергии и не могла поддерживать форму своего тела и своей одежды. Видя, что вампир на самом деле безвреден, Хираку позволяет ей выпить его кровь, в результате чего она возвращается к своему нормальному размеру. Девушка представляется как Лу, и главный герой решает показать ей свои поля, приятно провести время, разговаривая с кем-то после долгого одиночества. Он понимает, что многое из того, что он культивирует, не существует в этом мире, поскольку Лю даже удивлена, впервые увидев помидоры. Проведя вместе целый день, Лю для своих исследований делает заметки обо всем новом, что она обнаружила. Она рассказывает главному герою, что была в лесу, потому что она поссорилась с некоторыми дворянами, которые хотели украсть ее исследования. И когда она сбежала, эти дворяне послали кого-то преследовать ее, поэтому она подумала, что лучше где-нибудь спрятаться, пока все не успокоится. Вскоре Хираку понимает, что перед ним открывается уникальная возможность. Он просит Люлюси остаться и жить с ним. Он объясняет, что сначала хотел быть вдали от цивилизации, но он не думает, что сможет выдержать вечное одиночество. Люлюси неправильно его понимает и краснеет, отмечая, что это довольно неожиданное предложение. Понимая, о чем он на самом деле просил, Хираку тоже краснеет, но признается вампиру, что это действительно его намерение. Затем Люлюси соглашается и начинает жить с Хираку, помогая ему во многих отношениях, например, используя магию, чтобы разместить свет в доме. Она также помогает ему добывать соль, чтобы улучшить качество еды, чего Хираку не удалось приобрести в этом мире. Спустя некоторое время мирной совместной жизни Забутон снова бьет тревогу о незваном госте. Когда они оба проводят расследование, они встречают ангела в той же ситуации, в которой оказалась Люлюси в первый раз. Хираку помогает девушке, но с удивлением видит, что Люлюси пытается убежать и спрятаться от нее. Увидев вампира, девушка кричит, чтобы она прекратила бежать и позволила себя поймать раз и навсегда, но это только побуждает собак снова напасть на нее. Не имея другого выбора, они собираются, чтобы поговорить более вежливо в доме Хираку, и обе девушки обсуждают, насколько безжалостны эти собаки. Девушка представляется как Тия-ангел, принадлежащий к могущественной расе воинов, которая раньше была объектом поклонения. Люлюси представляет Хираку как своего мужа, хотя это заставляет ее немного краснеть и удивляет Тию. Объясняется, что Тия – это человек, которого дворяне послали за Люлюси после того, как она взорвала их дом из-за своего недовольства ими. Поговорив некоторое время, Тия с удивлением видит, насколько изменилась Люлюси.
Они оба достигают молчаливого мирного соглашения, и Люлюси пользуется возможностью, чтобы показать Тиа это место и поля. После целого дня сбора овощей и проб новых вещей Люлюси заставляет Тию жить с ними. Неизбежно Тия начинает жить с Лулюси и Хираку, помогая насколько может с урожаем. Однажды Тия спрашивает главного героя, можно ли вырастить еще клубники, поскольку она очарована ее вкусом. Хираку говорит ей, что на самом деле это будет сложно, поскольку они уже работают на полную мощность, чтобы успеть собрать весь урожай. Более того, если они будут выращивать слишком много, они не смогут потреблять все это, и много еды будет выброшено впустую. Помня об этом, Тия однажды решает уйти, а позже появляется с группой из 7 эльфов. Тия объясняет, что раньше они жили в деревне далеко на севере, но большая часть их людей была уничтожена после того, как их втянули в войну людей. Из-за этого их раса почти исчезла, и с тех пор они бродят по земле в поисках места, где можно поселиться и назвать домом. В конце концов, Тия и Люлюси убеждают Хираку позволить им жить с ними. Благодаря огромному таланту, которым обладают высшие эльфы, и их к развитым строительным навыкам девочкам удается всего за 10 дней построить большой дом для всех. В мгновение ока девочки привыкли к жизни там, значительно помогая с ежедневным урожаем. В знак признательности за то, что они позволили им здесь жить, Леа, старший из эльфов, предлагает заняться добычей полезных ископаемых и кузнечным делом. Вскоре она и другие эльфы быстро основали кузницу, где изготавливают очень полезные предметы. Девочки также пекут хлеб. Наслаждаясь хлебом с девочками, Хираку внезапно становится любопытно. Он спрашивает Люлюси, принадлежит ли кому-нибудь земля, на которой они находятся. Люлюси отвечает, что она так не думает, но технически лес находится под контролем короля демонов. Хираку встревожен, услышав это, но Люлюси успокаивает его, говоря, что если он построил все сам, то земля принадлежит ему, так как здесь так устроено. После выяснения этого все продолжают там мирно жить. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если да, то подпишитесь и поставьте лайк, чтобы поддержать мой канал.